Перспективы Северного Кавказа, они всегда связаны с перспективой России. А у России перспективы связаны всегда с мировым глобальным миром, поскольку и сегодня на форуме об этом говорилось, что весь мир, все страны – это как сообщающие сосуды, как в информационном плане, так и в экономическом плане. И ни одна страна сама по себе существовать, изолированно жить уже не может. А если и попытается это сделать, это будет стагнация, величайшая трагедия, как мы уже знаем это из истории. Но что касается Северного Кавказа, республик Северного Кавказа и края и так далее, то здесь очень важно, что определены основные приоритеты развития республик Северного Кавказа. Это в части и туризма, это в части развития различных санаторий, курортов, балнеологических и так далее. Уже общепризнанным для всей страны, привлекательным становится. Уже мы видим, что и в Чечню, и Дагестан, и Ингушетию, в которых наиболее раньше террористические акты происходили, мы уже видим, как в прошлом году какое большое количество туристов туда ездило. С учетом санкций, которые в нашей стране объявили, но и в результате, с одной стороны, хотя это и отрицательный момент, и сказалось в определенной степени как на экономике, так и на населении наше, в то же время это заставило нас взглянуть на свои возможности, с одной стороны, а с другой стороны думать о будущем, рассчитывая в первую очередь на себя и на свои возможности. Но исторический опыт подсказывает, что сила наших народов, наше общество наше, она всегда была в единении, в единстве. И это очень важный момент. И здесь очень важно, чтобы у нас межнациональный мир и согласие, чтобы было. Мы пытаемся проведением различных форумов, или сами проводим, или участвуем в проведении различных форумов, в первую очередь молодежных, с тем, чтобы знакомить ребят между собой, активнее эти горизонтальные связи, чтобы они были. И должен сказать, что в этом плане наиболее успехов добились именно северокавказские регионы Северного Кавказа, потому что они больше всех на себе почувствовали отрицательные моменты разъединения. Это стремление познать друг друга и воспитать молодежь в духе взаимного уважения – это очень важное направление деятельности не только общественников. Это в первую очередь важная задача структур органов государственной власти. Но, естественно, с помощью и при активной поддержке и контроле, скажем, общественных организаций. Общими усилиями вместе, я думаю, мы достигнем значительных и больших успехов.